Всем привет! Когда у меня когда-то появились другие микропланарные наушники LED Shure S12 Pro, которые расхваливали очень многие обзорщики, я даже думал записать видео, в котором задавался бы вопросом: а кому вообще нужен такой звук? Да, он техничный и детальный, но абсолютно сухой и неинтересный. Я понимал, что это вызвано именно спецификой планарных излучателей, и уже начал думать, что планары — это не для меня. Но вот ко мне попали HIDIS MP145, и я изменил свое отношение к этому типу наушников. Да, это все равно другой звук, сильно отличающийся от гибридов или наушников только на динамических драйверах. Но этот звук тоже может быть живым, полновесным и драйвовым. В этом видео я расскажу о конструкции наушников и их оригинальном дизайне. Поделюсь своими впечатлениями о звуке и сравню их не только с LED Shure S12 Pro, но и со следующей моделью от HIDIS MP145 Pro. И объясню, почему я взял именно предыдущую версию без приставки Pro. Все это есть в тайм-кодах, а ссылки на упоминаемые модели есть в описании к видео. Поехали! Но сначала минутка информации. Напомню про мои телеграм-каналы. Первый Lost in Soundstage. Это как раз про наушники, плееры и ЦАПы. Я пишу туда какие-то короткие мысли, и это происходит чаще, чем у меня выходит видео здесь на YouTube. А второй канал — это про музыку, которую я люблю. Я слушаю много всего разного, и часто мне хочется поделиться моими открытиями в этой области. Все ссылки есть в описании к этому видео и в информации о канале. Подписывайтесь. Дизайн MP145 вдохновлен китами, причем не абстрактно, а буквально. Рельеф корпуса отсылает к складкам на животе китов-полосатиков, а сама HIDIS утверждала, что часть прибыли отправляла в фонд защиты этих морских животных. Конечно, это маркетинг, но пусть лучше такой. HIDIS MP145 — это крупные планарные внутриканальные наушники с 14,5 мм драйвером. И слово «крупные» здесь не преувеличение. Тяжелые металлические корпуса, массивная посадка, ощущение почти студийного инструмента, а не обычных АМ для прогулки. При этом посадка оказалась неплохой. Несмотря на размеры, сами корпуса хорошо распределяют вес по ушной раковине. Я спокойно сижу в них по 2-3 часа без какого-либо дискомфорта. Но то, что вызывает некоторые неудобства, это сопла. Они толстые с большим бортиком. Не все амбушюры на них хорошо налезают. И главное, из-за того, что они такие широкие, приходится брать амбушюры меньшего размера. Поэтому их труднее подобрать, но в целом у меня получилось. Конструкция здесь полуоткрытая. На корпусе есть вентиляционные отверстия, и именно они во многом помогают MP145 строить очень широкую сцену. Планарная мембрана получает меньше воздушного сопротивления и работает свободнее. Но у этого решения есть и обратная сторона. На улице эти отверстия лучше пропускают внешние шумы, и некоторые утверждают, что они чуть ли не свистят на ветру. У меня такого, правда, не было. В комплекте идут 3 типа звуковых фильтров – серебристые, золотые и красные. И в данном случае эти фильтры не маркетинговая уловка. Там реально меняется плотность демпфирующей сетки. По сути, это аналоговый мини-эквалайзер. Более плотная сетка сглаживает верхние частоты и убирает часть агрессии. Это полезно, потому что каждый по-разному воспринимает звук. Кому-то нравится детальность и аналитичность, кому-то более мягкое, насыщенное басами звучание. И тут есть возможность немного, но все же скорректировать настройку под свои предпочтения. Но тут была интересная ситуация. В купленном мной экземпляре оказался брак. У одного сопла была сломана резьба. Оно прокручивалось и не держалось на звуководе наушника. Я написал продавцу на AliExpress, показал на видео, как это все сломано. Это, кстати, был фирменный магазин HIDIS. И они прислали мне 2 комплекта насадок с разными типами резьбы. Похоже, у них в разных партиях была разная резьба. Так что могу рекомендовать их магазин и службу поддержки. По характеристикам MP145 не выглядят слишком капризными. Сопротивление 300 Ом и чувствительность 104 дБ. Такие параметры должны позволять играть даже от смартфона. Но на практике слабый источник их совсем не раскрывает. Звук получается плоский и зажатый. У меня даже от компактных USB-ЦАПов они звучали достаточно скромно. Но вот при подключении к более мощному источнику типа iBus DX180 или Shanlink M3+, или же Tempotec V3,
Сразу появляется лучший контроль баса, сцена становится глубже, а сам звук динамичнее, но при этом собраннее. Теперь в целом, как они звучат. У них действительно сбалансированная АЧХ, нет перекоса в высокие частоты. Они не режут слух, и их можно слушать достаточно долго. Многие обзорщики сходятся в одной мысли. Это одни из самых нетипичных планаров на рынке. Обычно планарные АМ дают очень яркую атаку, подчеркнутую детализацию и иногда характерный металлический оттенок на верхах. У MP145 этого почти нет. При этом не потеряны плюсы планаров – быстрые атаки и детальность. Детализация здесь высокая, но при этом верхние частоты звучат мягко и спокойно, без той самой пилящей резкости, из-за которой многие быстро устают от планаров. И вот эта широкая сцена – одна из сильнейших сторон модели. За счет большого планарного драйвера и полуоткрытой конструкции звук получается действительно объемным. Есть ощущение пространства и глубины. С басом ситуация интереснее. Он глубокий, быстрый и чистый. Саб-бас здесь отличный. Но если вы любите тот самый физический удар динамических драйверов, то MP145 могут показаться чуть менее телесными. И это нормально, потому что планар работает иначе. Динамический драйвер буквально толкает воздух, как маленький поршень. За счет большой амплитуды движения появляется физическое давление. Планарная же мембрана движется быстрее и точнее, но ее ход намного меньше. Поэтому бас получается очень быстрым и контролируемым, но без того массивного удара, который любят поклонники динамических АМ. Если сравнивать MP145 с теми же самыми Litscheuer S12 Pro, то Litscheuer звучат ярче, агрессивнее и детальнее. Но эта яркость быстро начинает утомлять. В них совсем нет телесности, на многих треках чувствуется недостаток баса, особенно мид-баса. Как я уже говорил, для меня это сухой и неинтересный звук. Поэтому именно Hidis перевернули мое представление о микропланарах и вернули мне веру в этот тип излучателей. Потому что они звучат совсем по-другому. И при этом комфортно. Позже у Hidis вышла версия MP145 Pro, но я осмысленно выбрал именно первую версию, основываясь на обзорах и сравнении АЧХ. MP145 Pro внешне это те же самые наушники. Все тот же крупный алюминиевый корпус, тот же 14,5 мм планарный драйвер. Важные конструктивные изменения: звуководы стали заметно тоньше, около 6,1 мм вместо почти 7 мм у оригинала. На практике это очень важно, посадка должна стать ощутимо комфортнее. Но главное изменение – это звук. Pro-версия ушла в совершенно другую сторону. Бас здесь стал суше и легче. Нижняя середина уже не такая массивная, а верхние частоты заметно выдвинуты вперед. Они звучат гораздо аналитичнее и ярче. Многие обзоры сходятся в том, что верхние частоты становятся слишком агрессивными. И основываясь на моем опыте с Litscheuer S12 Pro, я думаю, что такой звук мне бы совсем не понравился. Поэтому я и выбрал первую версию. Итак, в целом Hidis MP145 – одна из самых интересных моделей в своем сегменте. Да, у них спорная эргономика и, возможно, не для всех удобная посадка. Но все это перестает иметь значение, когда включаешь музыку. Но помните, чтобы они полностью раскрылись, нужен источник помощнее. На этом, пожалуй, все. Если вам нравится то, что я делаю, ставьте лайки и подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылки в описании к видео. Всем пока!